Озвучены сроки начала конфликта между Россией и НАТО. В Украине продолжаются рейды ТЦК, а в Беларуси готовы открывать огонь и использовать спецсредства против беспилотников. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Атаки на юге Украины. Почему армия РФ штурмует позиции ВСУ в Запорожской области на границе с Донецкой? Каков замысел? То на юге враг будет пытаться, в том числе на юге, наращивать свои более интенсивные действия. Переполох в Германии и ответ Кремля. В Берлине заявляют об агрессивной работе российских спецслужб и подготовке Москвы к конфликту с НАТО. В каком году это произойдет? Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое. Рейды ТЦК по всей стране. В Украине работники территориальных центров комплектования проверяют рестораны, концертные площадки и спортзалы. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия продолжает наступать, несмотря на свои потери, в то время как западные лидеры пытаются выработать стратегию завершения войны. Украину при этом ждет мрачная зима. Об этом пишет Wall Street Journal. Авторы публикации также акцентируют внимание на том, что помощь от США хоть и поступает, но с большим опозданием. Сейчас же главная стратегия Украины – нанести России ощутимый урон, минимизируя при этом собственные потери. К тому же для победы Украины, а также для того, чтобы изменить ход войны или остановить Россию, о чем так часто говорили на Западе, а также президент США Байден, предоставляемой военной помощи недостаточно, пишет Wall Street Journal. Авторы издания напоминают, что сейчас Киев стремится показать, что может эффективно использовать дополнительную военную помощь, если такая будет, и для ударов по территории РФ, и для военных действий на территории России. При этом проблем хватает и у армии Путина, и именно поэтому сейчас Кремлю необходимо хоть какое-то мирное соглашение для перевооружения, цитирует издание украинских военных. По данным американских аналитиков, в сентябре российские войска понесли самые большие потери за весь период войны. Оценки западной разведки говорят о 1200 убитых и раненых в день. Военные успехи достигаются в основном за счет дорогих наземных атак пехотных подразделений, укомплектованных заключенными, которых вербуют из тюрем, обещая амнистию и зарплату в размере более $2000 в месяц. Россия пополняет свои ряды в том числе за счет постоянного увеличения бонусов и набора иностранцев. Российская армия начала наступать на юге Украины, в частности в Запорожской области, чтобы продолжить свои действия по продвижению в Донецкой области, говорят украинские военные. И такую тактику они называют прогнозируемой. В частности, в последние дни сообщается о боях в районе населенного пункта Левадное и прорыве обороны ВСУ. Россияне уже даже заявили, что якобы оккупировали это село. А вот аналитики Американского института изучения войны уточняют, что события на границе Запорожской и Донецкой областей не являются результатом какого-либо неожиданного прорыва. Такое движение может иметь несколько целей. Во-первых, для отвлечения внимания ВСУ от приоритетных наступательных операций РФ в Донецкой области. Во-вторых, чтобы зафиксировать украинские силы на линии фронта на юге страны, а также для того, чтобы не дать Украине возможности перекинуть свои силы в Донецкую область. О ситуации на юге Украины в интервью «Нехта» рассказал подполковник запаса вооруженных сил Украины, который постоянно бывает на линии фронта, спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. То на юге враг будет пытаться, в том числе на юге, наращивать свои более интенсивные действия и на Приднепровском направлении, и, соответственно, на Ореховском, Запорожском. Цель тоже очевидна. Для того, чтобы не дать возможности нашим резервам, не дать возможности нашим силам на определенных участках, например, прийти на подкрепление на тех или иных локациях, где российское наступление может развиваться более успешно. То есть это простое, очевидное желание россиян эти силы оставить на месте, чтобы они были заняты локализацией того, что происходит, в частности, я уже сказал, на Приднепровском направлении очень активно. Здесь россияне крайнюю неделю действуют, и количество боестолкновений в среднем 5-7 в сутки. Соответственно, Ореховское направление боестолкновений меньше, но очень активно работает вражеская авиация. То есть Временский плацдарм, активизация по другим направлениям, Запорожском и Херсонском.
Кроме того, россияне пошли в наступление в Курской области. Это подтвердил и Зеленский. По его словам, армия РФ уже на протяжении 5 дней пытается прорвать оборону ВСУ на территории России. Украинские войска, по данным Зеленского, держатся и контратакуют. России необходимо всего 6 лет, чтобы подготовиться к конфликту с НАТО. И уже к концу этого десятилетия, то есть до 2030-го, такой конфликт может произойти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля. Он считает, что Путин собирается расширить сферу влияния Кремля в Европе. Кроме того, для России важно сейчас вытеснить американские силы с континента. Авторы издания также вспоминают заявления немецких политиков и силовиков, которые ранее уже неоднократно предупреждали, что Россия все же начнет конфликт с НАТО. Точно не сейчас, но в течение этого десятилетия. Такие предупреждения могут показаться паническими, по мнению одного высокопоставленного чиновника, знакомого с обсуждениями внутри НАТО. По его словам, Путин, вероятно, воздержится от прямого столкновения и сосредоточится на таких действиях, как дезинформационные кампании, кибератаки и саботаж. Чиновник высказался на условиях анонимности. В Германии также заявили, что уже фиксируют беспрецедентный уровень дестабилизации и агрессивную деятельность российской разведки. Тем временем пресс-секретарь Путина говорит, что российские войска не представляют опасности и уверяет, что даже думать об этом нелогично. Это якобы противоречие ходу истории. Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого. И никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечет все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность. Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории. Верите ли вы в войну России и НАТО? Какой она могла бы быть? Долго бы продержалась Россия или же наоборот Североатлантический альянс? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Внезапные и очень масштабные военные учения Китая завершились. Они продлились менее суток, но приковали внимание всего мира. Пекин задействовал 125 военных самолетов и 17 военных кораблей. Что касается военной мощи на море, то там было 17 военных кораблей. Из них 4 находились у юго-восточного побережья. Еще 17 кораблей береговой охраны, 3 на севере, 2 у срединной линии, 3 на юго-западе и 4 на востоке, еще 5 у удаленных островов. Было задействовано 125 военных самолетов, включая истребители и беспилотники. Тем временем глава российского Минобороны Белоусов прибыл накануне в Пекин, где встретился с министром обороны Китая. И один, и второй заявили, что Пекин и Москва должны укреплять военное сотрудничество. Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран, настроенные на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Напомню, что разведка США сообщает о том, что Китай активно помогает РФ в войне против Украины. Тем временем в Пекине упорно отрицают это и говорят, что не подливают масло в огонь конфликта между РФ и Украиной. С начала полномасштабного вторжения в Пекине ни разу не назвали действия России войной против Украины. В Беларуси разработали инструкцию, как бороться с беспилотниками, в том числе любительскими, а также авиамоделями. Право на применение физической силы, оружия и спецсредств получили военизированные организации, говорят в ведомстве Хренина. В Минобороны Беларуси уточняют, что беспилотниками можно пользоваться, но для этого необходимо получить разрешение. Как быстро будет выдано это разрешение и кому его не дадут, у Хренина особо не уточняют. Но точно знают, что нарушителей ждет пока что административная ответственность. Изменения вступили в силу буквально 9 октября, но данная работа Министерством обороны она проводилась, скажем, уже несколько лет. И буквально в прошлом году было принято решение о разработке инструкции о порядке взаимодействия с должностными лицами по противодействию полетам малой авиации, то есть сверхлегких аппаратов, авиамоделей
и беспилотных летательных аппаратов. Единственное, что скажу, что с учетом сведений, которые содержатся в этой инструкции, разглашать детальную информацию не представляется возможным. Вместе с тем заверю, что данная инструкция направлена на заинтересованные органы, в том числе МВД, иные силовые структуры. Рейды ТЦК – одна из самых обсуждаемых тем в Украине. Работу представителей территориальных центров комплектования фиксируют по всей Украине, от Харькова до Закарпатья. Украинские телеграм-каналы переполнены большим количеством видеороликов о том, как работники ТЦК проверяют документы у украинских мужчин на улицах, в отелях, ресторанах, на концертах. Одна из последних громких историй – это рейд ТЦК на концерт одной из самых популярных украинских групп «Океан Эльзы». В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что сейчас существует проблема, в частности, неким пополнять военные формирования, и поэтому ТЦК своими действиями напоминают, что военнообязанный гражданин должен стать на учет. Действия ТЦК мы также обсудили с военным журналистом и спикером добровольческой армии, который не понаслышке знает о потребностях ВСУ. Потому что в любом случае пополнение наших бригад, оно необходимо, пополнение всех наших соединений, тыловых, обеспечения, фронтовых, боевых бригад, но сегодня необходимо. Люди на фронте необходимы. Проблема эта существует. Это тоже понятно, это очевидно, и здесь не надо быть провидцем. Сегодня пытаются реализовать, через такую форму, через такой формат, реализовать практическое наполнение того закона о мобилизации, который был, к сожалению, очень поздно принят. Тем не менее, он принят, его надо выполнять. Это первое. Второе, такие, скажем так, рейды по злачным местам, условно злачным местам, я говорю, хорошо, давайте по местам, где занимается сферой услуг, оно показывает, что в любом случае, мы всегда были свидетелями того, что у нас выгребают где-то там в районных центрах, в сельских населенных пунктах. Сегодня показывают, что под закон подпадают все. То есть закон должен выполняться. Интересен ваш взгляд на события в Украине? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.